Привет, озабоченные звуком друзья! Сегодня я вам представляю супер микромонитор от Edifier. Модель называется MR4. Новинка предназначена для неких домашних студий, то есть для людей, работающих со звуком для видео, презентаций, игр у себя дома. При этом пресет-монитор позволяет получить линейный нейтральный трек для сведения и отладки звука, а пресет «Музыка» позволит звучанию заиграть красками, чем, собственно, оживить сухую подачу мониторного контроля. То есть 2 в 1, или даже 3. Выход для подключения наушников позволит использовать колонки в качестве такой консоли на столе. Почему-то эта опция очень желанна многими аудиолюбителями. Получите, распишитесь. Хотя я бы сильно не радовался. Для приличных ушей нужно пред подстать. Хотя не все хотят заморачиваться. Понимаю. Итак, что же в коробке? Имеются кабели сигнальные, джек на 2 RCA разъема, 2 с обоих концов мини-джек и акустический кабель для соединения двух колонок между собой. Сами колоночки уже вот маленькие. Вот такие вот маленькие сами колоночки. Вот это пассивная колонка, очевидно, и вот это активная. Ну, давайте это рассмотрим последовательно. Давайте посмотрим на эти колоночки поближе. Итак, низкочастотный динамик, высокочастотный динамик, нагруженный на небольшую линзочку. Вход AUX, дополнительный аудиовход, выход на наушники, о котором мечтают много аудиолюбителей. Они все время спрашивают, почему не делают, почему не делают. На самом деле, понимаете, вот этот выход на наушники, он дублирует вот этот же вход. И эффективность его такая же, как вы бы воткнули наушники, подключили бы наушники к своей звуковой карте, к источнику сигнала. То есть в нем смысла особого нет. Выходы на наушники подразумевают некий буфер, во-первых, усилитель, даже, возможно, с какими-то коррекциями. А такие примитивные выходы, их дороже делать, терять при этом, например, герметичность надо обеспечить этого разъема и так далее. Поэтому я, например, не сторонник, но, собственно, не один я, это, по-моему, первая модель у Edifier, у которой есть выход на телефоны для подключения наушников. Но так или иначе, регулятор громкости здесь сделан на передней стороне, идя навстречу пожеланиям пользователей. Почему-то пользователи хотят иметь его здесь. Но, на мой взгляд, это не так важно, потому что вы его не крутите все время. Выставил какую-то громкость и все, где бы она ни была, кстати, возможно, даже на компьютере, на источнике сигнала. Хотя, конечно, это пользовательский вопрос, вам решать, что лучше, что хуже. Динамик мягенький такой. Мы еще рассмотрим в параметрах его данные. Тут написано, что это монитор Music, по-французски, по-английски, очень хорошо. Включение также осуществляется этой кнопкой. И индикатор включения здесь находится. Строгие формы. На задней панели, которая не заподлицо, она, так скажем, выступает на задней панели. Не, она заподлицо с бортиком с таким, а к самой панели, к вот этой вот, она в накладку идет. Так или иначе, порт фазоинвертора маленький, сообразно использованному динамику, не только его размеру, но и его ходу, то есть, точнее говоря, массе воздуха, который он способен прокачать. Low bass, то есть низкие частоты с фиксированной средней точкой, что мне очень нравится, всегда можно выставить в нейтрале, это очень важно, ну, для меня, по крайней мере. Предел регулирования плюс-минус 6 дБ. И высокие частоты тоже с фиксированной средней точкой плюс-минус 6 дБ. Входы наблюдаются левый, правый, RCA, то есть не балансные, как здесь написано, будто кто-то мог подумать, что не балансные. Очень удобно. Ну, универсальные входы, которые знакомы всем вам. И некие TRS, балансные входы, которые намекают как бы на то, что эти колонки можно использовать в качестве студийного оборудования. Прикольно. Но им виднее, конечно. Ну, кабель питания несъемный, слава богу, в общем, это не проблема. И включатель питания на передней панели, как я уже объяснил. И вот тут вот такие вот зажимные клеммы, кстати, довольно надежные для подключения акустического кабеля, для подключения пассивной колонки.
Колоночки легенькие такие, очевидно, что там усилитель класса D, очевидно, что там импульсный блок питания, все это очень хорошо и сообразно габаритам, калибру, так скажем, и назначению этих колонок, конечно, если не поднимать во внимание балансные входы, которые как бы расширяют их возможности для работы в студии. Что ж, давайте посмотрим, что пишет сам Edifier по поводу этой модели. Edifier Studio монитор, ни много ни мало. Не просто мультимедиа колонки, а студийные мониторы Edifier. Вот вы видите, красавцы перед вами, собственно говоря, вот ручки, буферочки, входы-выходы, ручка управления и включения, студио-монитор. Вот чем славны эти мониторы с точки зрения конструкторов Edifier, на что, собственно, был расчет при их планировании, разработке и производстве. Это балансные входы. То есть маркетинговый отдел Edifier решил выступить на этом рынке балансного аудио. Это действительно серьезная заявка. Это приближает, ну, по крайней мере, делает ее совместимым со студийной техникой, что, конечно, не дает ей основания занять какое-то место в рейтинге. Это просто говорит о совместимости, о возможности совместимости по входным интерфейсам. Wooden кожа, то есть деревянный корпус, то есть из МДФ корпус, не из пластика, имеется в виду. Вот это вот интересный пункт, индуктивность и емкость в разделительном фильтре. Ну, проще говоря, в кроссовере. Намек на то, что кроссовер второго порядка. Здесь он не цифровой кроссовер, а обычно аналоговый традиционный. Речь идет о разделении полос между твиттером и вуфером. Так вот здесь, ну, судя по тому, что здесь написано, это очень круто. Ну, в смысле, это стоит денег в самом деле. И кроссоверы второго порядка на твиттер и вуфер — это прерогатива техники, ну, не самая дешевая, скажем так. То есть это еще и не говорит о том, насколько она, допустим, хороша, но то, что это абсолютно корректно, и можно рассматривать ее, это правда. Класс D – амплифайер, усилитель, headphone output, то есть выход для подключения наушников. Dual Mode Sound Effect, ну, проще говоря, это два пресета, посмотрим на них далее, тут будет не описано, насколько я помню. Ну и вот, наверное, здесь вы сможете понять, почему я так трепетно взялся за обзор этой совершенно простенькой аудиосистемы, потому что она разработана и отмоделирована с применением оборудования Klipel, германской компании, в которой я на данный момент имею честь работать. И да, действительно, профессионально разработана в лаборатории Edifier Acoustic. Я, честно говоря, не слышал, что она так называется, но лаборатория у них крутая, очень крутая. Ну, наверное, самая крутая в Китае лаборатория, которая занимается разработкой мультимедиа акустических систем. То есть я там был, я во многих лабах был в Китае тоже. И могу сказать, что это круто. То есть вложено много усилий, денег, любви, кстати, к этой деятельности, знаний. Безусловно, там лучшие кадры работают. Примбас. Ну вот написано, что детальность низких частот очень хорошо отработана. Ну, правда, 60 Гц только тюнинг, но, естественно, при таком маленьком формате, сколько же вы хотели, от 60 Гц. Ну, это достаточно для большинства, подавляющего большинства контента. Другой вопрос, насколько вам зайдет этот баланс. Нравится он вам, нет, может, вам нравится более глубокий баланс, тогда нужно, наверное, присматриваться к системам более габаритным, либо подбирать себе сабвуфер. Ну, прям как стрелой к 60 Гц, правда, не в ту сторону, лучше бы туда было бы, но ничего. Вот такая вот фоточка красивая. Работаю с профессиональным оборудованием, потому что у них TRS балансные входы есть, да, это правда, вот они, вот эти вот балансные входы TRS, в отличие от этих вот RCA, бытовых так называемых входов Unbalanced, вы видите, не балансные входы. Ну, здесь, видите, регулятор низких частот, а сверху почему-то сверху низких частот, а снизу почему-то высоких частот. Speaker out. Усилитель качает это все хозяйство. TAS 5713, это Texas Instrument TI, вы видите.
С ADC, с аналог, то Digital Converter, то есть АЦП встроено внутри, поэтому он называется Digital Power Amplifier, цифровой усилитель, потому что класс D это не цифровой усилитель, это шим-усилитель, но вход у него цифровой, вот он называется цифровой. Ну, так мы посмотрим, что это за усилитель. Вот он перед вами. Texas Instruments, 25 Вт. Цифровой усилитель с эквалайзером. Ну, видимо, на нем здесь организован вот тот самый пресет, о котором говорится, 2 пресета. И DRC – это очень полезная штука, которая предотвращает перегрузку, появление искажений при превышении уровня сигнала над допустимым. Ну, вот это структурная схема. Классическое использование этой микросхемы в построении стереоусилителя с цифровым входом. Вернемся к да, вот этому всему. Отношение сигнала шум 99 дБ он обеспечивает, ну, это для такой техники как бы не очень и важно. Wooden enclosure, низкие резонансы или низкие, скорее всего, интенсивность резонанса, потому что Wooden enclosure silk твиттер диафрагм. Шелковый твиттер. Красиво и натурально, видите ли, он звучит, 1-дюймовый шелковая диафрагма твиттера здесь прославляется. И вот они стоят, вот эти вот мониторы MR4 в студии с серьезным пультом каким-то таким. Кто-то молодец на них работает. Любопытно взглянуть, кто. Диафрагма Additional Mica, Upgraded Professional Quality. Вот еще один прием построение диффузора для получения низкой частоты резонанса, для получения глубокого баса из маленького калибра. Вот вы видите фактурный такой диффузорчик и surround подвес. Еще раз записывается преимущество фильтра, примененного для разделения полос твиттера и вуфера. Тут мне даже изображены. Если это так, то катушечки ферритовые. Ну, спасибо на том. Но это не так важно. Твиттер действительно нуждается в серьезной очистке сигнала от низкочастотных составляющих, потому что иначе он искажает сигнал. Special Dual Mode Sound Effect. То есть вот есть мониторный некий эффект, то есть натуральное, не украшенное звучание, и музыкальный эффект, который позволяет музыке звучать более привлекательно для любителя музыки. Переключается это все, весь этот гаммус, все это хозяйство, вот этой вот регулятором, он же включатель питания, двойным нажатием на него переключается вот этот вот звуковой эффект. Ну, вот написано, что это многофункциональная поворотная кнопка, такая вот, которая вот переключает эффект аудио и включает колоночки, и управляет громкостью. Вот таким вот образом, благодаря вот этим подключениям, есть и RCA, и TRS, можно и выход на телефоны, тут тоже описаны, прославляется в этой модели колонок. Вот в жилой комнате это все. Что включается в упаковку. Многим пользователям это интересно. Некий аудиокейбл. Такой вот аудиокабель, который соединяет пассивную активную колонку. И еще один сигнальный кабель. Да, что-то не видно кабеля для балансного подключения. Но очевидно, что он зависит, его конфигурация зависит от источника сигнала, конечно, от звуковой карты. Specification. Входная чувствительность по балансу плюс 4 dBu, на обычный небалансный вход минус 10 dBu. 21 Вт на канал. Мы помним, что микросхемка позволяет 25 Вт на канал, но, насколько я помню, на 8-омной нагрузке, а тут нагрузка, может быть, тут непонятно. Ну, посмотрим, кстати, какая тут нагрузка, сняв кривую импеданса. Ну, и частота не позволит, видите, как корректно заявлено, от 60 до 20 кГц. Очень понятно. Правда, не написано, с какой неравномерностью, ну, допустим.
TRS баланс, там больше 85,02. Это, надеюсь, по звуковому давлению. Твиттер 1 дюйм, вуфер 4 дюйма, габариты, мейн-спикер и сабсидеры, видите, не мейн, который спикер, трошечки не такой глубокий. Ну и 4,5 килограмма всего. Это совсем немного. Легенькие такие колоночки. Давайте посмотрим тогда на кривую импеданс этих колонок. Что ж, давайте посмотрим на импеданс, на настройку порта этой системы. Насколько она настроена, чтобы понять, что от нее можно ожидать. Вот перед нами график. Это примерно 70 Гц настройка порта фазоинвертора. Для такого малыша это нормально. Просадок никаких нет. Довольно ровное сопротивление во всем рабочем диапазоне частот, что не должно составить труда для усилителя. Ну что же, остается послушать, как звучат эти колонки на моем старом наборе треков. В следующем видео покажу, как они звучат на новом наборе треков. И возрадуемся, друзья мои.